В этом месяце иммунитет решил взять тайм-аут раза 3 и парализовал нашу работу. Меня зовут Александр, и вы смотрите дайджест за март. Дизайнер из Северной Германии Пиа Вастенберг создает вазы, основываясь на принципах контраста. Пиа родилась в Германии, в детстве часто посещала родину своей матери – Финляндию, училась в Великобритании. Таким образом, ее работы всегда содержат контрасты. Эстетический контраст в материалах, старые материалы по-новому, новые материалы по-старому, или парадокс ручной работы против промышленного производства. Коллекция мебели Unconscious Forms или бессознательные формы нью-йоркской дизайн-студии Coil Plus Drift была представлена на выставках Collective Design Fair и Architectural Digest Design Show. Создатель студии Джон Соренсен Джолинг, в прошлом танцор, определяет свою коллекцию как уникальное пространственное мышление, результатом которой стала мебель, богатая текстурой и объемами. В коллекцию входят стулья и столы, креденция и зеркала, а также светильники. Светильники Cirrus, созданные из нескольких полупрозрачных смоляных обручей, которые окружают лампы и свисают с тонких хромированных стержней. Подобные округлые формы можно увидеть в зеркалах Джун из орехового дерева. Сет из обеденного стола и стульев называется Soren. Их вертикальные опоры контрастируют с округленными столешницами и спинками стульев. Марк Хедови, сооснователь винтажной одежды, реставратор домов и коллекционер из Лос-Анджелеса. Одна из его страстей – это дом Harpel House, купленный им в 2005 году. Дом спроектирован в 1956 году знаменитым американским архитектором Джоном Лотнером. Марку понадобилось около 2 лет, чтобы восстановить первоначальную архитектуру дома, вплоть до таких мелочей, как дверные ручки, и убрать надстроенный бывшими владельцами 2-й этаж. Предметы мебели и искусства представляют из себя коллекцию, отражающую эстетику и индивидуальность Марка, которому потребовалось примерно 12 лет для того, чтобы сформировать интерьер. Дизайнер Доротея Мейликзон оформила отель в Париже, сохранив его историческую атмосферу. Отель был построен еще в разгар французской революции. Его современные интерьеры отражают настроение того времени, где присутствует гламур в сочетании с провинциальной эстетикой. Из роскоши в номерах – кровати с балдахинами и красный мрамор, полюбившийся Людовику XVI. Здесь вы найдете деревенское постельное белье, потертую деревянную мебель и бронзовые бра с патиной, которые спокойно гармонируют с современным комфортом, таким как зеркало, которое превращается в телевизор, термостатический смеситель и органический кофе в номер. Студия Form Zero спроектировала в Куала-Лумпур дом The Window, который имеет защитную бетонную оболочку. Дом находится на склоне холма на краю леса с видом на столицу Малайзии. Первоначальные мысли архитекторов заключались в том, чтобы максимизировать связь между домом и лесом, но клиенты больше интересовались внутренней приватностью и уединением, так как дом находится в непосредственной близости с соседями. Решение, предложенное Form Zero, заключается в том, чтобы дом был окутан в защитную бетонную оболочку с восточного и западного фасадов, сквозь которую свободно проходят ветра. Тщательно расположенные отверстия позволяют свету и воздуху проникать в здание и при этом сохранять приватность здания. Это исключает необходимость в шторах, а также владельцы могут наслаждаться природой и быть в зоне комфорта. Команда ученых из Великобритании разработала биоразлагаемый строительный материал, названный Finite. Его основным компонентом является пустынный песок, который до сих пор был бесполезен для строительства, поскольку его зерна слишком тонкие и гладкие, чтобы использоваться в качестве наполнителя в бетоне.
Новый материал прочный как бетон, но при этом оставляет вдвое меньше углеродного следа в атмосфере. Дизайнеры студии Atelier NL сообщают, что песок – самый потребляемый ресурс на Земле после пресной воды. Он исчезает с берегов рек и морей, вызывая катастрофические последствия для окружающей среды и систем человека. Строительная отрасль ежегодно использует около 25 миллиардов тонн песка и гравия. Блоки из нового материала Finite, в отличие от бетона, довольно легко перерабатываются. Создатели утверждают, что новый материал подходит для кратковременных инфраструктурных проектов. Он не токсичен и может быть оставлен разлагаться естественным образом или быть преобразованным для использования в другом проекте. Теоретически, Finite может также использоваться для жилых проектов, но для этого ему нужно будет пройти ряд тестирований. Все материалы к этому видео в описании. До скорых встреч, не болейте!